Главные новости сегодняшнего дня. Сегодня утром резко ухудшилось состояние здоровья члена комитета, известного телеведущего, многолетнего руководителя программы «В мире животных» Николая Дроздова. По данным врачей, у Николая Николаевича Дроздова диагностирован гипертонический криз. В связи с этим 87-летний телеведущий был экстренно госпитализирован. Накануне вечером в возрасте 72 лет в результате сердечной недостаточности ушла из жизни российская и советская актриса, заслуженная артистка Российской Федерации Лейла Киракосян. Телезрители могут знать ее по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Прекрасная Елена», «Тайный советник», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей» и многие другие. Лейла Киракосян была женой народного артиста России Эрнеста Романова, который ушел из жизни год назад. К известному фигуристу Евгению Плющенко и музыкальному продюсеру Яне Рудковской в связи с трагическим событием, которое произошло в их семье, были применены новые санкции со стороны антикоррупционного и Следственного комитета. В связи с тем, что сын Евгения Плющенко обвиняется в смерти преподавателя гимназии, учителя истории Анны Георгиевны Дмитриевой, с Евгения Плющенко и Яны Рудковской взыскали 100 миллионов рублей в пользу семьи погибшей учительницы. Помимо этого, в связи с чрезвычайной ситуацией у семьи Евгения Плющенко были арестованы финансовые счета в иностранной валюте на сумму 17 миллионов долларов на территории Российской Федерации. Отметим, что несколько дней назад у сына Евгения Плющенко возник конфликт с преподавателем истории из-за плохой оценки, в результате чего и произошла трагедия. У известной певицы Анны Лорак и ее супруга сгорело 2 ресторана в Санкт-Петербурге: ресторан восточной кухни и ресторан «Караоке-клуб». Точная причина печального события пока неизвестна, однако судя по тому, что чрезвычайные происшествия произошли практически в одно и то же время, можно предположить, что это негативные действия со стороны конкурентов по бизнесу. По самым скромным данным, ущерб от пожара для Анны Лорак составил 120 миллионов рублей. Антикоррупционный комитет Никиты Михалкова и Александр Иванович Бастрыкин начали следственные действия против известного общественного деятеля Анатолия Чубайса, который несколько дней назад попытался незаконно вернуться в Россию, однако был арестован в аэропорту Шереметьево. После проведения допроса, необходимых следственных работ и предъявления неопровержимых доказательств Анатолия Чубайса направили в одиночную камеру следственного изолятора города Москвы, где он проведет первые 2 недели, а потом окажется в общей камере, где будет находиться до первого судебного заседания. На данный момент 70-летнему Анатолию Борисовичу Чубайсу предъявлены следующие обвинения: измена родине, растрата государственных денег в особо крупном размере и финансовое мошенничество по отношению к российскому населению. По словам главы комитета Никиты Михалкова и Александра Бастрыкина, арест Чубайса является одной из главных побед в мире преступности и коррупции. Видному общественному деятелю грозит солидное уголовное наказание. Пока Анатолий Чубайс находится в камере временного задержания следственного изолятора, сотрудники комитета приступили к аресту его финансовых активов, недвижимости и имущества на территории России и ближнего зарубежья. Точный объем арестованного имущества на данный момент пока неизвестен. Сегодня легендарный советский и российский композитор Александра Пахмутова, которая неделю назад была выписана из больницы после тяжелого нападения, отмечает свой 95-й день рождения. По этому случаю Верховно-Главнокомандующий Российской Федерации удостоил Александру Николаевну Пахмутову высокого звания Героя Труда.
В Санкт-Петербурге было совершено нападение на известного телеведущего, народного целителя Анатолия Кашпировского. Чрезвычайное событие произошло прямо около телевизионной студии, где проводил свой эфир Анатолий Кашпировский. Версия о нападении с целью ограбления не рассматривается. По некоторым данным, нападение могли совершить те люди, которым не помогло лечение Анатолия Кашпировского. Народный целитель был госпитализирован. Известная российская певица 90-х годов Татьяна Овсиенко упала со сцены во время музыкального концерта в городе Казани. У Татьяны Овсиенко в последнее время возникли большие проблемы с употреблением алкоголя из-за проблем в личной жизни и неудач в музыкальной карьере. По данным местных СМИ, Татьяна Овсиенко находилась на сцене в состоянии алкогольного опьянения, поскользнулась и упала со сцены, однако ее поддержали зрители. Госпитализация известной певицы не потребовалась. Полностью восстановился после тяжелого ранения и был выписан из больницы член комитета народный артист Российской Федерации Михаил Сергеевич Боярский. К слову сказать, что еще месяц назад у Михаила Сергеевича возник конфликт со своей дочерью Елизаветой на почве семейной трагедии. Михаил Сергеевич Боярский получил тяжелое ранение от своей дочери Елизаветы. Причиной чрезвычайного события стал тот факт, что в результате пожара, который совсем недавно возник на даче Михаила Сергеевича Боярского, погибли дети Елизаветы Боярской, а главным виновником пожара стал Михаил Сергеевич. Известная певица 90-х годов Алена Апина уходит в монастырь. Об этом заявила лично Алена Евгеньевна в своем социальном блоге. Причиной для столь неожиданного решения стала семейная драма, которая произошла в семье Алены Апиной еще год назад. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла дочь известной артистки. После этого Алена Апина так и не смогла восстановиться и прийти в себя. Большая трагедия произошла в рядах антикоррупционного комитета. Жертвами нападения со стороны неизвестных преступников стали члены организации известные артисты, актер Максим Дрозд и артист балета и общественный деятель Николай Цискоридзе. По данным прессы, чрезвычайное событие произошло на трассе Саратов-Москва, по которой Максим Дрозд и Николай Цискоридзе возвращались с антикоррупционной проверки. По пути известные артисты решили заехать в придорожное кафе по приготовлению шашлыков. В этом кафе и произошла трагедия. Как стало известно уже позже, по словам работников кафе, Максим Дрозд остался в автомобиле за рулем, а Николай Цискоридзе отправился в кафе, чтобы взять порцию шашлыков, так как артисты долгое время находились в дороге и проголодались. В этот момент Николай Цискоридзе получил огнестрельное ранение в область спины. По некоторым данным, его совершили преступники, которые находились в черном джипе напротив. Преступники сумели скрыться с места происшествия. На данный момент производится их поиск. Максим Дрозд вызвал скорую помощь прямо на трассу и этим спас своего товарища. По некоторым данным, нападение на известных артистов могло быть связано с антикоррупционной проверкой, которую они проводили в данном городе. На данный момент состояние Николая Цискоридзе стабильно тяжелое. Артист был госпитализирован. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления Николаю Цискоридзе и членам комитета, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.